Нам помогают местные делать контент. А, я говорю, вот здесь вот народ здесь не как раз снимали что-то случайно аватар, нет? Да. Что, проверим, есть там мед, нет? А в Доминикане часто встречаются африканизированные медоносные пчелы. А здесь в Доминикане нельзя вырубать деревья. Это законодательно закреплено. И Катя, а есть мамортники? Вот есть папоротники, а мамортники есть? мамортники. Если их нет, надо их изобрести. Солнцевого саду. Вот кафешка такая. Можно вот так вот эксклюзивненько наверху посидеть. Почилить. Вот, оказывается, где люди. Вот, мы всех их нашли. Большое, мощное, такие корни. Идет съемка 15-летия. Скажите, вы в парке также одеваетесь? Можете занят. пока занят. Пожалуйста, Важное подождать. Важное дело. Ну, мы узнаем потом, спросим, да, что это? Нет там конвертиков? Нет, там был, мне кажется, что-то гнездо. Легкий какой-нибудь? Не знал, что в тропиках такие прям леса есть. Вот это многообразие, конечно, с глубины души восхищает. Можно Орешки. поиграться. Орешки. Да, супер белки. Ну интересно, вот это мы не встречали, да? Это Да, первый раз? Да. Сладкая Каролина. Я же, Gracias. я же говорила выбрать маленькую, Илья. Ну, домой занесем. Не Интересное. сказал бы, что это местная мода. Интересное платье. Но мы вроде не старые. Старый, но уже к шуму относится по-другому, да? Да? Кстати, я, наверное, сыграю. Одну игрушечку достать. Ездить, Илья, давай! Я встряхнул, я уже спать не хочу, наверное. Цветочки, как всегда. Интересно, здесь помоечка стоит. Вот в Доминикане и, по-моему, в Америке такие же помоечки. Они такие, как бочонки, пластмассовые. Для нас необычно, да? Вот такой. И стоит пакетик. Интересно так сделано, и цветочки. Вот этот парк. По-моему, достаточно туристическое место, да, этот парк? Сюда... Да, это самый большой парк Карибского региона. И самый известный. А почему он назван в честь доктора Рафаэля Москоса, я позже расскажу. Оля. Оля. А гром гремит? Значит, Гром точно гремит. мы приехали правильно. Это как бы сигнал. Да, ребята, yes, вы правильно сделали, что вы... Кать, возьми у меня карточку. Или телефон. окей. Телефон возьми, вот это, и расплатись. Окей. Сейчас купим билетики. Сейчас купим билетики и пойдем начнем путешествие. Оля, por favor, dos tickets. Con tarjeta. Muchas gracias. Такие браслетики одеваются на руку. Un momentito. Gracias. Bien. Gracias. ¿Cómo? Окей. No, gracias. Gracias. Ну вот купили билеты в такой форме. Покажи свой билет. Мне нравится, я люблю такие неоновые цвета. Знаете, как вот есть люди, которые любят какие-то ретриты проводить, ну, какие-то места посещения каких-то супергуру, они браслеты не снимают месяцами. Мне очень нравится вот это растение, я до сих пор не знаю, как оно правильно называется, но у меня был дома такой цветок, он был маленький-маленький, а здесь он повсеместно, это целый здесь его кустарник. семья живет. Да, он из этого региона. Всем цветам, домашних маленьких горшочков. Передаем Особенно привет. В холодном климате. Большой привет от их семьи. Покажите им свои этих растений, да, свои... А здесь можно ходить по газонам, интересно? Потому что где-то по газонам ходить нельзя. Фонтан. И сразу на входе фонтан. Это, кстати, задает атмосферу, правда? Да. Когда есть фонтан. Сразу Фонтан так. желаний. Сразу такой... и пошел дождь. Нет, это фонтан. Фонтан, да? Да. А я думала, прям сейчас дождь пошел. Вон часы, кстати. Класс. Часы.
Такой освежантос. Освежантос. Супер. А ты хотел рассказать про историю этого парка. Я хотела рассказать, что это один из самых известных парков Карибского региона, и он же ботанический сад. Началось строительство в 1972 году, а назван он был в честь первого ботаника-доминиканца. И парк занимает территорию 2 миллиона квадратных метров. Раньше здесь был военный полигон. Ничего себе. И этот ботаник считается основоположником ботанической науки в Доминиканской республике. Здесь сохраняются редкие эндемические растения, научно-образовательный центр и любимое место для доминиканцев. Но не только для доминиканцев, и для нас тоже. Нам помогают местные делать контент. Pero ¿y por qué no vienen? Прекрасные доминиканские люди. Никаких комплексов. Так, это была вводная информация по парку, да? Да, то есть у парка богатая история, и он огромный, и они здесь и изучают растения, и, я так понимаю, их и культивируют. И это такая зона отдыха для, особенно, наверное, для тех, кто живет. Вот уже мы Ты же там входим. джангл начинается. Какие-то джунгли прям. Какие-то джунгли. А ты уверен, что ты правильно идешь? Что надо вот туда идти? Они пошли куда-то туда. Может, они в туалет пошли. А, Ну, мы все посмотрим, что там за поворотом. потому что гремит. Меня соблазняет Если пойдет дождь, то соблазняют эти чащи. Здесь есть зона кафе, да, где можно Эко-стор написано. перекусить. Еда, растения и книги. А может там туда пройти? Как здорово, еда, растения и А, книги. там туалет справа написано было, да, понятно. Еда, растения и книги. Это мне нравится. Я люблю еду, люблю растения и люблю книги. А это и магазин получается, да? Да. Ух ты. А что там внутри? Ну там фуль. Много народу. Ой, пардон. Там какие там книги, я не очень понимаю. Ну мы вернемся. Кать, посмотри, какая... Какие-то книги аутоюда, это по самопомощи Смотри, себе. Как они называются? какое дерево, а? Как это растет все, а? Слушай, Илья, тебе не кажется, что это тот же самый вьюнок, который сегодня был, только его версия большая, гранде? Да? Это тот же самый вьюнок, да, просто он, наверное, есть и какой-то маленький, и вот такой вот большой, но он, конечно, прекрасен. Катя, здесь Особенно вон там, где наверху. Катя, а здесь какой-то прям запах жареной рыбы, да, какой-то прям сильный? Но я сыта. Да? Да, рыбка А я есть. сейчас начинаю Проголодал, как это сказать, прогладываться. проглядываться. Ну, какая красота с этой стороны. Ух ты. А вот же этот, опять же этот вьюнок. Катечка, может быть, здесь на острове 10 тысяч вьюнков? Только вот он же маленький, и вот он же большой. Мне кажется, это из одной оперы, нет? О, Слушайте, ну это на конечно, камеру падают лепестки фантастика. роз, Ты видно? смотришь на Это дерево. Это не лепестки роз, это вот такие вот усипусечные лепесточки. Илья, они пахнут? М? Ой, такое что-то сладенькое, такое легенькое, сладенькое, вкусненькое. А мы спускаемся и включимся чуть попозже. Посмотрим, что там за поворотом. Ну, здесь просто невероятно красиво. У нас нет карты. А еще здесь, Илья, согласись, очень-очень масштабно, да? То есть вот просто такой масштаб. А что в таком месте нужно? Молчать, Нет. перезагружаться, Тоже хорошо. медитировать. Еще.
танцевать? Симприса. Не Не спешить, торопиться. не спешить. А смотрите, дерево как стульчик. Да, можно вот сюда вот залезть и сесть, и посидеть, и ножками так тык-тык-тык-тык. Я говорю, вот здесь вот А народ здесь не как раз снимали что-то случайно аватар, нет? Прям начинает какая-то растительность надо, походить. я сейчас... Вот смотрите направо. Вот направо, смотрите. Какие лианы, а? Какие своды. Там кто-то кричит, Илья. Это Дети. это дети или птицы? Это ребенок. Я думала, что это птица какая-то. Это нам добавляет упоминание, что дети – часть парков. Или парки – часть детей. Очень Вот красиво, я смотрю масштабно. глубь, я потрясен. Какие-то каскады просто. У меня такое ощущение, что мы в каком-то фильме. Аватар, нет? Ну что-то вот такое вот, да. Запахи пошли. Пошли запахи этих растений. Ты умеешь говорить голосом Дроздова? Умеешь говорить голосом Дроздова? Нет, Нет? надо потренироваться. А ты? Дети, сейчас мы погрузимся в самую дебрю этих чащ. Ну, нет, у меня не получается, я не такой пародист. Я знаю товарища, который хорошо это пародирует, но, к сожалению, Наша дочь хорошо это не пародирует. я. Пока она не включилась в наш контент, я думаю, что она могла бы очень классно какие-то голоса спародировать. Но с этим немножко сложно. Я так понимаю, что вот обычные деревья, и по ним пущена вот эта вот лиана. А ты считаешь, что это обычные деревья? Такие. Это обычные деревья, да, Обычные, потому в что... каждом доме они есть. Я имею в виду, что не само дерево, да, как венок, а вот деревья, и по ним пущено, и это создает какую-то... Ну, я первый раз такое вижу. знаешь, вот, я поняла, что о чем у меня ассоциация. У меня ассоциация, что это такие большие какие-то, как будто грибы, а я Алиса. Да. Да? Да, Точно? да, Вот, Алиса в стране у чудес. меня вот картинка сложилась, как А мы с будто я тобой, Алиса. получается, Алисы. Алисы в стране чудес. Да, Нет, Алисы на острове чудес. на острове чудес. Я Алис, а ты Алиса. Ты лис. Нет, я не Лис, я Алис. Алис. Алис, а я Алиса. Алис, да. Класс. Единственное только, вот что меня удивляет всегда, это когда я вижу в таких местах какой-то мусор. Ну, это не разговор про Здесь работу. очень чисто. Нет, валялись стаканы. Но это... И я вот думаю, я как могу люди, сказать- как Нет. люди могут. Катя, я в 5 копеек скажу парку. Вот сейчас попалась, я больше здесь не вижу ничего Больше такого. нет. Я не про это, я про то, что как можно вообще позволить себе вот просто вот так идти и что-то бросить вот в таком месте. Но, как мы говорили с тобой, можно это сделать осознанно, а зачастую делать бессознательно. Просто, это же ничего, условно, не моя квартира, да, и вот оставлю здесь автоматически. Кто меня видит, кто знает, да? Настолько плотные деревья, настолько они перекрывают небо, что даже в самый жаркий день... Мы почему откладывали очень долго сюда поездку? Мы думали, что будет очень жарко. А теперь я понимаю, что широкие кроны, деревья накладываются на деревья, они закрывают небо, и ты как в сказочном лесу. И самое главное, что никого нет. И еще, А это некая роскошь в современном мире. Еще раскаты грома на фоне были. И у нас зонты. Возможно, это не просто так мы их тоже взяли. Может быть, мы взяли их не от солнца, а от дождя. Возможно. Но здесь можно прятаться под этими деревьями. Я думаю, что дождь нам не так страшен. Конечно, в природе все эти растения, они не растут на асфальтных дорожках, и ты там не можешь идти вот так легко, свободно. Настоящие чащи, настоящие из таких деревьев, это часто непроходные Я джунгли. поражена. Где-то, может быть, подтопление болотцев, где-то там лианы настолько переплетены, что без мачете не пройдешь. Вот. И в таких местах как раз хорошо, удобно гулять, и можно посмотреть за всей флорой. Да? Фауна это живность, да? Флора, да, получается? Угу. А вот там какой-то обрыв, а что там внизу?
А что там внизу? Там речушка? Нет? Нет, там нет. Такой сук, смотри, как перекладина у Как мачта. мачта да. у крана. Да. То есть, если были бы здесь обезьянки, они бы здесь этим воспользовались, наверное. Тишина это как- никакой. Как один раз мы были в Колумбии, да, пошли в парк, где в Панаме были. Панама Панама это, по-русски, и Панама по-русски, и Панама по-местному. и Ударение нам на другой слог. сказали, там есть ленивцы, можно их найти. Но мы прошли весь парк, но ленивцы так и не нашли. Мы смотрели все деревья. Мы ходили, у меня потом болела шея, потому что ходили мы не смотря вперед, а смотря наверх. И мне так все-таки кажется, ленивцы там, может, один какой-нибудь живет, которого никто никогда не видел. И это такая просто замануха, чтобы люди приезжали и гуляли. А может, они настолько обленились, что он так заполз далеко, что их найти невозможно, нет? Ну, где-то же они там существуют. Слышу, вода. Вода или это ветки так или... Вода. Вот, все-таки вода, да. Значит, там, наверное, какой-то мини-водопадик или что-то такое есть, да? Потому что шум не просто такой, как будто вода с небольшой высоты. И смотрите, мы идем, и никого. Ой, это так прекрасно, что никого нет. Мы все немножко социопаты, кто-то немножко, кто-то множко. Я И нет. когда ты гуляешь, Я нет. ну, у нас желание есть в тишине, в покое, каком-то отстранении. Вот парк этим благоволит. Нет людей вообще в этом месте. Может, конечно, не все любят куда-то уходить далеко, использовать свои конечности для движения, да? Часто... Но наши длинные ноги – это самая длинная часть нашего тела. Нет, после кожи, конечно. Кожа – это самая объемная, да, часть тела. Это орган, да, самый большой орган. Но наши ноги предназначены для больших прогулок, длительных прогулок. И мы должны их использовать по назначению. Часто в парке доходят до точки общепита. Дети играют, а взрослые отдыхают в тени с кофейком, с пивом. И вот часто максимальная точка прохождения парка. Не все лезут глубоко. Так, Красная лента. это не Нет, глубоко. это какой-то кусочек. Ой! Это было Шерлок Холмс, да, там какая-то серия была, красная лента, да? Да. Ребята, а что мы нашли? Это очень похоже на крупное гнездо диких пчел. Почему? Потому что это имеет округлую форму и состоит из множества мелких ячеек. Поэтому, скорее всего, это не гриб и не нарост. И расположено еще в развилке ствола, где пчелы часто устраивают открытые гнезда. Что, проверим, есть там мед, нет? А в Доминикане часто встречаются африканизированные медоносные пчелы. Они более очень добрые, агрессивны да? при защите гнезда. Илья, пойдем отсюда, пожалуйста. Видите, мы шли и зашли на такую Подходить дорожку. ближе, чем на 10-20 метров нельзя. Может, в Обск уехали? Наверное. Смотрите, какая здесь Ой, что это, Илья? цикада. Илья, что это? Это пчелы? Нет, пчелы так не работает. А какая здесь такая поляночка, да, такая? Нельзя, кстати, вот на заметку, да, такие улья нельзя фотографировать вблизи и подходить близко, и близко шуметь. То есть это опасно, потому что мы, в принципе, не знаем, что там может быть. Если будет 10 тысяч лайков, я поглажу эту штучку. Человеков? Вот эту штучку. Человеков? Ну, это вот это гнездо. Нет, ты сказал, будет 10... Тысяч лайков. мне казалось, человеков 10 тысяч. Ну, это человеки тоже же, да? Мы пошли по какой-то неведомой дорожке. Мы идем в японский сад, да, ищем его? Да, но мы с дорожки свернули и Ребята, пошли знаете, по наитию. Ну, какой кайф, вот Но если она есть, значит, по прийти ней можно сюда, ходить? может быть, своим термосом, с ковриком. Почему вот эти... Илья, это какие-то пальмы? Я таких пальм не видела, но они мне напоминают березки. Вот особенно вот этот пригорочек, посмотри. Почему-то вот ассоциация с березками. Конечно, ствол очень тоненький, да? Березы все-таки более мощные. Хотя березки молодые именно такие. Интересно. Видите, какая смена? Мы шли через чаще, выскочили в такую тропку,
встретили гнездо диких пчел и попали в такую полянку разряженную, разряженную, да, как правильно сказать? Налево пойдешь, возможно, не туда придешь. Направо пойдешь, возможно, сад японский найдешь. Направо идем? Да, направо. Ребят, ну кайф, тишина, нет людей. Пока, вот сколько мы уже снимаем, мы не встретили ни одного человека, как мы пошли по этой дорожке. Они все едят там, вот там в начале. То есть они приходят покушать? Ну, они приходят отдохнуть, а что им ноги себе изматывать? Для того, чтобы хорошо покушать, нужно сначала хорошо походить. А может просто конец дня уже? До какого часа парк работает? Я может, думаю, просто- часов до 6, наверное, работает. О, сейчас бамбук пошел. Дорожка заканчивается, Да. Илья. Дорожка засыпана листиками. Мы сейчас обойдем. Здесь не запрещено ходить по газонам. Здесь Так это пахнет даже травой. разрешено и поощряется. Потому что здесь трава, которая легко выдерживает пешеходов. Она достаточно плотная. А вот в бамбуке есть зона, да, была, она немножко, наверное, такая, ну, заброшенная, да, но подразумевалась зона для пикников. А вы знаете, да, про бамбук вещь, что бамбук часто не то что опасен, как сорняк, если он вырастает где-то в домах, ну, рядом с домами, он может полностью фундамент вам снести. И причем его невозможно Эгегей! У! невозможно Вот убрать, люди потому едут, что его а мы идем. его Ехау! как сказать, корни немножко как грибная сеть. И даже часто есть такие вещи, когда если на участке растет бамбук, и он там вредит постройкам, его даже сложно продать. Вот где все люди. Вот говорю, вот. Ножки берегут, ходить тяжело. Каждому свое. Там как раз вот та группа едет, которая нам контент помогала делать. Кричащие. Они едут, а мы идем. А мы идем. Сколько? 2-1, да, в нашу пользу? Да. И какие-то мхи. Ух Да? ты! Это вообще, как мне кажется, не очень свойственно для этого региона. Сейчас подсниму. Так интересно. Я в детстве только читал в книжках про такую тропическую флору. И всегда мечтал вживую прикоснуться к ним, где они растут в естественных условиях. Понятно, что парк это место, где культивируют это все, но все равно среда, которая здесь есть для них, это максимально естественная по климату, по температуре. 5 километров. Дорога 5 километров. Какой-то здесь есть павильон орхидей. И мы все-таки двинемся в сторону парка Да, давай. японского. Что японский парк находится на входе, там же находится Японский сад. парк орхидей, и там же находится какой-то парк бабочек. Поэтому пойдем в ту сторону. А парк огромный, чтобы нам не хватило сил. Чтобы нам успеть. Потому что еще дождь никто не отменял сегодня. По сути, мы так думаем, что этот парк можно спокойно закладывать целый день, если вот приезжать специально прямо чисто на парк. Кто любит ходить, да, кто любит гулять. Не Потому что- ездить, а гулять. Ты понимаешь, что площадь большая, и вот мы там видели точку, допустим, какой-то 5 километров, да, то есть вот. Пальмовый Пожалуйста, лес такой, да. да, микро. Стройные пальмы, элегантные. И пока мы еще никого не встретили. Есть ли тут Только такие сумасшедшие, паровозики. как мы, которые вот так же пешком? Но мне вот всегда казалось, и все путешествия
и маленькие, и большие это подтверждают, что только ногами можно вот так вот полноценно, когда ты прошел, понять место, Прочувствовал. ощутить его глубину, его какую-то вот наполненность, даже вот аромат. Вот они едут на паровозике, а здесь уже мы услышали, поднимаясь, спускаясь, какие-то интересные ароматы. Звуки, да. Да, а когда ты едешь все-таки на паровозике, да, это шум, люди, кто-то там снимает, вот еще что-то, теряется вот эта вот атмосферность. Вижу пальму. И на ней что, финики? Вот не знаю, что это Ух такое ты! жирное. Но это не финики, но что-то большое. Такие плоды какие-то. Кто знает, подскажите. Есть ли у нас ботаники, кто смотрит это видео? Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, если можете. Нам это поможет делать качественный контент. Вон еще, кстати, по-моему, один улей. Гнездо перелетных пчел. Но после того, как я прочитала, что на 10-12 метров ближе лучше не подходить, даже 10-20, они как раз в расщелинах делают всегда. Вот Еще если такая это... тропка у них идет по дереву вниз. Ой, нет, я туда не пойду. А, еще сказали, что снимать нельзя, они избегают съемки, да? Да, вообще лучше... Нет, лучше не шуметь, не разговаривать и как бы вот какую-то приватность им оставить. Потому что... А вот что делать, кстати? Вот такая ситуация, да? Да. И ты же от них никуда... Вот куда ты здесь от них скроешься? У тебя нет не накрыться ничем. Вот что делать в такой ситуации? Прыгать в пруд, А где пруд? бежать по пруду. Ну, не знаю. То есть сначала, зайдя в парк тропический, надо найти пруд, Нет, ну, я а думаю, потом идти уже гулять, да? в парке, если бы они представляли опасность, наверное, бы здесь были оповещения Нет, ну внимания. я так просто. Вот не чисто прикасаться. гипотетически такое же, по сути, может быть, что вот такая ситуация. Или все-таки они же шум создают. А, вот мы встретили людей, и люди разбивают пикнички с маленькими детками. То есть, здесь получается, что здесь в любом месте можно расстелить одеялко и провести вот пикничок. Да, я сказал, приходите сюда Никаких ограничений. с покрывалками, одеялками, термосами, ланчбоксами. Да, но в этом плане доминиканцы молодцы. Они могут и на океан прийти на целый день. Они знают, сколько им нужно для этого там рома, колы, еды. У них есть, мне кажется, у всех эти холодильники переносные. Да? То есть они профессионально подходят к отдыху. Когда они идут на целый день, это прям такой турпоход. Собрались и вперед. А, кстати, сколько стоил вход в парк? Не сказали тебе? Понятия не имею. Это надо будет посмотреть. Посмотрим пуш-сообщение. Мы спускаемся вниз сюда, направо. Вот тоже, пожалуйста, пальма. И на пальме свой мир. Написано, это финиковая пальма, смотрите, ребят. Да, пальма-датель. Датель — это финик по-испански. Ух ты, вот она пальма. Экзотика статус. Я так люблю финики. Конечно, их надо есть аккуратно, они калорийные и сладкие очень, но... А тебе какие нравятся? Королевские, вот вот она, эти вживую. жирненькие? Я, кстати, пытаюсь вырастить один финик, да, Кать? Да, Илья в этом плане очень настойчив. Он мучил финик, замачивал его на протяжении, наверное, 1,5-2 месяцев. И он таки пророс. Я когда сменил на другой вид финика, там появились корешки, да. Поэтому надо будет об этом тоже потом снять Вот видео. он, друг, надо такую пальму вырастить. Нет, Да. получится у меня такая? Такую? Нет? Может, на пенсии, к пенсии прорастет? К пенсии? Смотря во сколько у нас будет пенсия. Да, есть пенсия у нас по старости, есть пенсии по желанию, да. Так, ну мы тогда включимся у японского сада. Так, это зона для выкидывания мусора, да? И Биологического. первый И первый турист. И, по-моему, не местный. Да, он похож на японца. не местный. Смотри, какая дорожка. Извиняюсь, я воду пью. Идем. Катя, видишь, какое дерево стоит сбоку? Ух ты! Ему, Напоминает мне... ему, наверное, очень-очень много лет. Очень напоминает много. мне дуб. А Мощь. что ты скажешь про деревья на острове? Какую ты знаешь информацию? Им здесь непросто, да, расти? Но их здесь мало, потому что у нас тут не так много деревьев. И их защищает, да, государство? Здесь в Доминикане нельзя вырубать деревья. Это
законодательно закреплено, и поэтому очень интересно наблюдать, когда они очищают какую-то зону для строительства, зачищают, да, приезжает эскаватор и начинает работать, все деревья сохраняются и строится здание, учитывая те деревья, которые есть. Вот очень-очень. Такие А вот. вот этот момент, вот этот, Можно посидеть здесь. На мне стульчике. напоминает почему-то Панаму. Ой, не Панаму, боже, я оговорилась. Мне напоминает Колумбию. Помнишь, да, кирпич и красный кирпич и невероятное количество растений. Да. А вот паровозники едут, Кать. Надо немножко посидеть. Паровозники. А вот здесь вот находятся как раз твои... А, это папоротники, да, по берегам? Перевести дух. Куда идем? Идем в павильон папоротников. А это И какие-то он спо- работает, это какие-то получается, уже 20 спонсоры, да, года. какие-то, нет? Или Мария, Асенсио, Де Леон. Мгм. Интересно. Катя, а есть мамортники? Вот есть папоротники, а мамортники есть? Мамортники. Если их нет, надо их изобрести. А, это такая штучка за 30. Что здесь написано? Если не ошибаюсь, то папоротники одни из самых древних растений. Что-то надо помнить и не забывать. О, Ух ты! какой приятный аромат. Мы вместе с вами открываем эти новые места. Здесь мы не были. К нашему студу. Оля, Да. пять тысяч метров, которые созданы, чтобы сделать паузу в вашем визите в ботанический парк, чтобы узнать немножко о растениях, которые здесь. А, по кругу вот так вот, да, пройти? Да? Или нет? Да, здесь, наверное, да? Дерево из имен. А у меня с папоротником связано интересное воспоминание из моего детства, когда в пионерском лагере мы гуляли по лесу, и мальчишки научили нас вырывать папоротник с корнем. И из корешка, он достаточно такой плотный, коричневого цвета, мы делали амулетики себе на шею. Да? И это было так классно. Ты чувствовал каким-то себя суперчеловеком? Индейцем. Да, индейцем. Это было очень здорово. Вот наш вход. Вот с этой стороны. Или это вход в туалет? Ну, очень мило А здесь. вот вход. А это туалет. Да? Да. А здесь он продолжается, он здесь не А заканчивается. здесь как-то, да, две... А, это продолжение, а там... Наверное, с той стороны было все-таки начало. Вернемся. А подожди, а что здесь внизу? Нет, начало маршрута вот здесь. Вот здесь Да? начало. Какой-то этот папоротник интересный. Это С семена, пупырышками, по-моему. волшебный. По-моему, семена, по-моему, кстати. Да? Угу. А, я думала, он валяется. Вижу на дереве большие-большие плоды. А, вон, кстати, папайю можно будет показать. Я там заметил на одном дереве. Может, такие здесь плоды такие большие-большие, как, не знаю, шары какие-то, А, мячи да-да-да, какие-то. это какое-то бутылочное Похожее дерево, что ли? Ты вот про это говоришь? Да. Нет, это не оно, это что-то другое. Он А, похоже на этот, как его, похоже, азиатский, да, как на его. азиатский фрукт, который
специфически пахнет, но очень вкусный, да? Да. Мы зашли такой, по-моему, тупичок здесь, по-моему, да? Вот сюда надо зайти. Здесь написано на плакате «Круговорот воды в природе». Вода поднимается, вода спускается. Как интересно, называется папоротник татуахи, татушка, Илья. Татушка. Вот написано «Элечо татуахе». Интересно. А, такая маленькая, да, такая? Такой маленький. Да, а это лесной папоротник обычный, А это какой-то афроасиатику. афроасиатику. Ой, Илья, здесь несколько черепах. А нас нечем их покормить. А это я не знаю, что такое. А прям QR, но Д. Не надо. Ой, смотри, они закапываются в ил. Ой, они играются. Такое ощущение, что это мама и дочка. Почему это? Не знаю. Смотри, дерутся. Мне кажется, это- Нет, у них салочки. Мне кажется, это не родственники. Не родственники, да? Черепашьи бои. Почему родственники часто так подкусывают Да. друг друга? Столько видов папоротника, я даже не знал, что такое есть. Даже Как тебе... Что ты думал, скажи честно, когда мы... Потому что мы сюда долго собирались, но попали только через 5 лет. Что ты думал я думал, раньше? что здесь может быть такой типичный тропический сад, деревья из тропиков, пальмы, солнце яркое. А здесь нет, здесь какие-то лагуны, папоротники. И папоротники, так понимаю, что они не любят как раз открытое солнце. То есть здесь как-то сделано так, что такие виды растений тоже процветают. И большой плюс, что здесь за счет массивной кроны деревьев можно гулять практически в любую погоду. Да. Так гулять, отдыхать здесь можно. Просто прийти и опять же кофейком, какой-то записной книжкой, прописать цели, планы, мечты. Может, в таких местах ничего не надо писать, может быть, в таких местах просто надо быть. Ну, можно помедитировать, но при этом что-то и записать, если мысли пришла. Илья, посмотри, вот это тоже папоротник. Что за папоротник? Казалось бы, да? Вот этот папоротник впечатляет, потому что он сделан, как будто у него пластмассовые как сказать, стебельки. Да, Такого сам стебель. Черно-синего такого цвета, а листики, Нежный, никогда нежный. не сказал, что это папоротник. Какие-то просто красота. То есть ты вдохновлен. Я такие Очарован. места- я такие места обожаю. Просто обожаю такие места. Я фанат вообще парков, особенно тропических парков. У меня такое пристрастие даже. То есть, если меня оставить в парке на весь день, я могу здесь весь день ходить, бродить, Ходилки-бродилки смотреть, делать? да, думать. Да. Часто брат говорит: Илья, надо уходить, быстрее, время там. Там надо кого-то забрать, что-то отвезти, куда-то ехать. А не хочется, хочется насладиться. А посмотри, как красиво они сделали вот эту стену. То есть они ее сделали как такой некий арт-объект. И в эти дырочки вписали тоже с той стороны папоротник. Класс. И как они полив сделали, да? Вот они сверху трубочки проходят. Вот такие висят куски древесины с чем-то, да? Или что это такое, вот как... Да, Висячие это сады. орхидеи. Это орхи- орхидеи. Какие-то орхидеи, разве? Мне Орхидеи? кажется, что вот это орхидеи, да. Да. Да, благодарю за это прекрасное место. Я получила удовольствие. Идем дальше. На пути к японскому саду кафешка такая, И можно вот так вот эксклюзивненько наверху посидеть, почилить. без спешки, без стресса.
Илья, это что? Это что-то сосновое же, да? Ой, Это лиственница? По-моему, да? это лиственница. Ой, мне так она нравится. А ты помнишь, на пляже, где мы раньше купались, стояло большое дерево, Да. и потом после шторма его не стало? Да. Ой, какая она классная, она мягенькая. Такая маленькая, пушистая. Хочется вот так вот я. Такая доминиканская стрижка, да? Да. Такой вот. Ладно, мы идем все-таки в парк, иначе он закроется. Осталось 45 минут. А, кстати, ребят, по Успели поводу... 45 минут насладиться? Успеем. Кстати, ребят, по поводу стоимости входа. Всего Цена 300 минималистичная песо просто. или 6 долларов. То есть на двоих получается по 3 доллара на билет. Не 6, а 5 долларов. Да, 5, пардон. 2,5 доллара на человека. Вот скажите, парки подобные, какие у вас цены на них? Пишите в комментариях, сколько бы обычно стоил такой парк для входа. Причем здесь нет разграничения турист, не турист, да? Да, потому Местный, что не местный. Потому что есть места, где в Европе очень это развито. Ты местный или ты турист, и, соответственно, цена варьируется. Цена очень привлекательная, да, манящая. Да. Да? 2,5 доллара это, ну, насколько знаю, парки подобные, они стоят обычно намного дороже. Но я думаю, что в среднем, по Европе, наверное, мне кажется, до 10 долларов, может быть, до 10 евро, да? И выше даже, Да. 20 евро. Может. 20 евро, наверное, много. Мне кажется, максимум 15. А в Америке, не знаю, мы там не были, но в Америке хороший прайс на все. Да? Я потом, кстати, я погуглю и потом напишу среднюю цену, по миру. добавлю. Просто интересно, ну сколько в Европе, сколько в Америке, чтобы понимать. Если уж мы просто этот парк не просто какой-то, это самый большой парк в Карибском регионе. Мгм. То есть такой у него такая главенствующая роль. Главнюк. И могу сказать, не жарко. Есть влажность, да, определенная, но жары нету, да? Нет, жары нет. Кроны деревьев совершенно не дают, снимают снимают яркость солнца. И в этом есть какой-то определенный свой кайф. Посетили туалет. Чистый туалет, да? Туалет идеальный. Но я поняла почему. Туалет идеальный, потому что все ездят на вагончиках. И до этого туалета просто практически никто не доходит. Если бы он стоял вот прямо при входе, я думаю, к нему бы, может быть, были бы какие-то вопросики. А там просто никого нет. Зачем ты так огульно? Нет, опустила? нет, да, здесь туалет в целом чистый. То есть, я говорю, здесь трудно найти. Я сказала, что он идеальный. Понял. Идеальный. И бумага туалетная была, А да? есть разные понятия. Есть грязный, есть супер грязный, чистый и идеальный. Вот он был идеальный. Мгм. Такое ощущение, что просто там никого нет. Может, просто там часто убирают тоже. Какое дерево, Просто какая высота. И неправильные елки, у Мощь. которых ветки расположены не к низу, а кверху. Кажется, в таком Мы парке их назвали неправильной надо отмечать ёлкой. день рождения, Новый год, да? Да, здесь, наверное, салюты запускают. Наверное, здесь народ собирается на Новый год. Нет, ну парк вряд ли салют запускает. Но просто... Почему? Вот какие-то мероприятия проводят. Это, по-моему, праздник, по-моему, 15 лет, да, если не ошибаюсь, какой-то вот для девочек, да? Да, и принято наряжаться в платье, собирать подруг и делать масштабную такую фотосессию. Вон парочка Мгм. отдыхает на газончике. Поэтому говорим немножко тише, чтобы Да. люди на нас не оборачивались. Снимать мы открыто не будем. Мало ли. Мне нравится очень эта традиция. Это на 15-летие, да? Да, 15-летие. Очень здорово. Такие вот платья, видите, там у девушки. Вот у девочек так, интересно, а как у ребят? Может, в костюме. покупают мотоцикл, нет? Мотоцикл не, я не думаю. Ну, я слушал про девочек, да, а про ребят я вообще ничего не слышал. Я знаю, что у индейцев где-то были традиции с тарзанки, да, прыгать. Но это у индейцев, да? Здесь, кстати, не индейцы.
Мы сейчас будем поворачивать направо. Так Детки что парк используется маленькие. и для съемки. И опять какой-то потрясающий пошел аромат. Что это такое? Какие-то орехи Какой-то валяются под ногами. травяной. А, направо. Вот дерево очередное. Ух Вот ты. оно, ура! Оно, видно, самое популярное по... Вот, оказывается, где люди. Вот, мы всех их нашли. А мы вас искали там, на тропках. А еще просто японский сад находится рядом со входом. Тоже удобно. Видели, да, какие вы реквизиты используете для съемки? Вот основная. Кстати, это Bienvenidos, какой-то добро японский пожаловать. иероглиф, да? Возможно, Да. что-то он означает. Насколько он... Такой платье потрясающее. Да. Как на свадьбе И какой-то. самое главное, что она устала ходить в туфельках, и она в какой-то обычной обуви, в шлепках. Сейчас сбоку так подойдем. Здесь подмышки. Вот, возможно, основатель этого сада, да? Цунага. Амаро Да, Мацунага. да. Видите, Он создал этот парк. 36-й год, это, ну, до Второй мировой войны, получается. Может быть, он из династии. Хорошо, он жизнь Японцев. прожил 86 лет. А Криадор написано, это как переводится, забыл? Создатель. Создатель, да, создатель парка. И отец А вот отец я не знаю. Удо. Дель Худо. Не знаю, что это. А здесь везде же можно ходить, правда? Да. Запахи кофе. И яркое красное пятно. Наше прекрасное дерево. Ламбаян. Дети. Здесь тоже такой вид обалденный. Так пройти прям. И слушай, день рождения кто-то отмечает. Какая-то съемка на 15 лет, да? идет. Ой, как красиво. Как это классно, когда никаких нет ограничений, где ты можешь ходить. Да, мы идем по траве. Это создает такое полное причастие с местом, да? Вот ты как бы ты не думаешь об этом, ты просто ходишь, гуляешь и наслаждаешься. Какой горячий камень. А вот нам нужно будет на красный мостик зайти. Я пошла. Свобода. По газону ходить, да, здесь написано? По газону ходить, Ходить. и только по нему Обязательно. ходить. Такой мощный. Я такой газон, мне кажется, вот на гольф-полях. Такой просто, как ковер такой. Иди ко мне, мой милый. Я специально села, я не просто так села. Илья, надо медитировать. Садиться медитировать. Ой, какие они классные. Они... Но кормить их нельзя. Вот особенно вот тот хорош. Он говорит, что приперлись-то? Что надо? Еду принесли? Где еда? А гусь, да, стоит? Да, а это утка. Смотри, какая красавица. А вот, кстати, да, местная утка. Видите, какие Кукусики. они стройные. Нельзя, Их- это чья-то косметичка, и- не бери. Кошелек, иначе. Нельзя. Они высокие, да? Вот наши утки. Классные, очень в нашей красивые. А родине, хохолок они какой у них на маленькие голове. ножки имеют, а здесь, видите, какие высокие. Ян, тебе ничего нет заначки? Покормить? Не Еды подготовились. Нету. Не подготовились. Нету. А почему я говорю Пойдем нет? попробуем его Почему я спать. говорю нету? Нет такого слова нету. Есть такое нет только, да? Нет слова Я нету. сказала нету. Да, говорим нету. Это как ихние. Обычно я так не говорю. Илья, пойдем к гусю.
Пойдем. Давай я тебя сниму, а ты его попробуешь схватить за попку. Это хорошее удовольствие, нет? Смешно. Это тогда я превращусь в фуагра, а не... А у меня ничего нету. Какой красивый ты. Ты недоволен, да, милый, что мы тут пришли на твою территорию? Он явно недоволен. А мы довольны. Вот, смотри, серут. Ребят, Не потрясающе. боится. Потрясающе. Мы сейчас пройдемся по мосткам. Ветерок дует, такой вот бриз. Солнышко спряталось за дымкой Сядь, облаков. посиди, какой плотный ковер. А как здесь дела гусей и уток? Нету здесь Нет, такого? я не увидела еще ни одного гусиного дела. Опа. Сейчас мы пройдемся по всем мостикам. Погода чудесная. Захотелось кофейка выпить даже. Лето пошел один, а я? Я тебя жду. Франджипани, да? Прекрасный франжипани. Я была покорена не белым франжипани, а ярко-розовым. Мы просто шли по столице и натолкнулись на франжипани, и цвет был просто невероятный. Ну что, мы пойдем по кругу? Да. Найдем еще что-то прекрасное. Да. Идет съемка. Идет съемка. Смотри, какое дерево красивое. Большое, мощное, такие корни. Идет съемка на стилете. Мы поняли, почему все люди в японском саду. Потому что, боже, как они ходят. Потому что всю природу остальную, которая здесь есть, они видят каждый день. А японская — это что-то для них экзотическое. Ты можешь сам попробовать. Я Это боюсь не просто. свалиться вместе с камерой. Я сейчас еще раз попробую. Я знаю, что ноги надо ставить поперек. Я должна это сделать, я могу. О, слушайте, вот, точно, секрет в том, чтобы ногу ставить вот так. Поперек. И тогда как опоры Чаплин. больше. Давай теперь ты. Не, я подожду. Я подожду. Фу, хочется вот посидеть немножко в тенечке и помолчать. Вот они, мои неправильные елки. Эти елки так назвала моя мама, когда мы, путешествуя по Испании, их встретили, потому что, ну, в нашем понимании елка, она должна быть вот так, а она вот так. И правильно делает, потому что солнце-то там, да, и тянуться-то надо-то к солнцу, все верно. И, возможно, даже это не елка, да, называется. Возможно, да. Это... Она мягенькая. Она мягенькая, но мне кажется, что это елка. Она очень приятная. Какой здесь запах кофе рядом? Видно, столько кофе здесь распивается, прям сразу запах дошел. Да? Или это... нет! Это запах не кофе, это похожий запах растений на кофе чуть-чуть есть какой-то, да? Какой-то вот какая-то такая Может быть, вот это что-то? Вот что-то такое есть отдаленно похоже на кофе. Илья, это не кофе? Нет, Нет, это это что не красное? кофе. Это не ядовитое, нет?
Зачем пробовать? Не надо. Напоминает немножко калину. Вот. Потрясающе, что здесь можно ходить ногами по траве. Даже вне дорожек. Шум детей, праздники, фотосессии. И, наверное, иногда бывает тишина, да, когда ты можешь прийти и никого, кроме... Не выходной день, скорее всего. Никого нету, кроме звуков ручейка, птиц, гусей и уток. Сегодня выходной, поэтому... А, сегодня суббота, Конечно. точно. Ты взяла себе телефон, да? Да, Угу. Вон прекрасно. наряженные люди, красивые. Папа и сын очень красиво это выглядит. Пропустим их. А Катя, нам направо. Направо. Угу. Скажите, вы в парке также одеваетесь? Катя, Просто надо в следующий раз одеть нам костюмы, да? Да? очень сложно это будет сделать. Можно попробовать. Вот прудик центральный. Можно. Да, вот запах похож на кофейню, но это не кофе, да. Ребят, насколько вы любите парки? Как вот мы любим. Действительно, запах ты чувствуешь? Илья, мне кажется, что на тебя какая-то птичка что-то сделала. Прекрасно. Деньгам. Да. Птичка решила, что я лучшая цель для этого. А, мостик показаний, да? Но Мостик занят. показаний. Пожалуйста, Важное дело. подождать. Важное дело. Подождать сюда. Кричат, девушки, вернитесь. Мы можем идти. Pardon. Ah, Ah, se cayó la niña y hombre, qué pena. да. Прекрасный мостик. Прекрасно. И уже многие без обуви, потому что ходить в обуви на каблуке очень тяжело. А, это мини-островок. А, как вам? Прекрасно. Здесь какая-то своя атмосфера. Ой, И, ой, гости деревенские. количество девушек в платьях придает особую такую какую-то атмосферу дополнительной праздничности. Возможно, да, да. Такая культура отмечать этот возраст, она прекрасна. И самое интересное, наша преподаватель испанского языка, которая живет в Аргентине, рассказывала мне, как ей очень не хотелось отмечать этот праздник, наряжаться. Она сказала, мы выбрали платье, которое
мне не нравилось. И, то есть в 15 лет, да, это воспринимается, мы видим со стороны, как это здорово, красиво, а кто-то вот в 15 лет испытывает вот совершенно другие, казалось бы, в этот такой праздничный день, и такой, что это ритуал в этом регионе, но не все испытывают такие позитивные эмоции. И она была не рада тому, что нужно было идти фотографироваться. Очень красивая эта девушка. Как будто парк 8 марта, да? Нет? Да. Сегодня это не японский парк, сегодня это парк женской красоты, фемининности. То есть они правильно используют парк под значение? Да. А мужчины, смотря на этих красивых, юных дев, восторгаются. И такая общая атмосфера, Причастности, ну, поддержки. общая атмосфера вот любви, красоты, для этих девчонок некий этап взросления. А отцам каково, да? Что понимать, что уже скоро как бы ее дочь, да, которая была маленькая всегда, Да, и была моя. скоро упорхнет. И вот этот этап жизни большой, проведенный Да, он вместе, закончится. он закончится. Будет другой прекрасный, но то, что было, Но уже отдельно. да. Но мы выходим из этого прекрасного сада. К таким деревьям всегда очень хочется прикоснуться и получить вот часть этой мощи, пообщаться с ним, да? Но я Поговорить. понимаю, что, кстати, может даже подойти. Илья, надо это сделать. Давай подойдем и попросим энергии, мудрости. Кстати, это работает. Если вы подойдете к хорошему такому мощному дереву, приложите свою руку, пожелаете или попросите что-то, или как бы помечтаете, зачастую это сбывается и работает. Особенно такие крутые деревья, как это, огромные. Так здорово. Он такой, Как будто полое внутри, да, такой звук? да. А вот смотрите, у нас гость есть наверху. Все, смотрим, да. Привет! Загадала? Да, я попросила, я не загадывала. Я просто попросила такой божественной поддержки, помощи, каких-то, может быть, новых идей и сил. Спасибо этому прекрасному человеку, который создал парк, который собирает, где теперь молодое поколение может вот так вот провести время, сделать красивые фото, гонять гусей, уток, да просто побыть своей семьей, потому что доминиканцы исключительно семейные люди, у них очень большие семьи, может быть, 5 детей легко. И собраться вот так, прийти на целый день, пофоткаться, а потом пойти сделать пикник. Что может быть прекраснее? И самый кайф еще в том, что погода практически всегда позволяет это сделать без каких-то лимитов. Да. Ты можешь практически в любой день, когда ты захотел, неважно, у тебя день рождения зимой, летом, 15-летие выпадает твое на зиму или на лето, неважно. Ты знаешь, что в этот день ты можешь получить свою порцию солнца, и погода будет прекрасной. Да. Шорты, майка или платье красивое, да? Да. И ты здесь. Японский какой-то символ, что-то означающее, да? Мне почему-то напоминает что-то такое почтовое, хочется туда положить конвертик с желанием. А мы узнаем потом, спросим, да, что это Нет такое? там конвертиков? Нет, там было, мне кажется, что-то гнездо. Белки какой-нибудь? Мы любим, кстати, писать желания, записочки и оставлять их в местах силы.
Это может быть какой-то храм, это может быть просто какое-то красивое место. Да, вот как стена плача в Иерусалиме. И кто был, те знают, что бесчисленное количество записок, которые втыкаются просто вот в миллиметры, которые там еще остались, а этих миллиметров там уже практически нет. И вот эта традиция, мне кажется, у нас с тобой оттуда пошла. Мы стали в каких-то местах, у нас всегда есть с собой ручка, какой-нибудь маленький блокнотик, написать какие-то свои желания и куда-то вот в стену, еще куда-то, вот куда есть возможность положить, чтобы это место помогало и было как бы источником такой дополнительной, да, какой-то силы. Это и да, и нет, ну, все вместе. И были книги, и были люди, и свои какие-то мысли. И на бумаге думать, писать — это все прекрасно, потому что мгновение надо зафиксировать иногда, да, какие-то мысли Мне вот зафиксировать. захотелось туда вернуться и положить туда свою записочку. Катя, куда мы попали? Мы идем в Сосновый Бор. Оказывается, конечно, это никакие не елки, это сосны. Здесь сосны такие есть, оказывается. Да. Вот не знал, что в тропиках такие прям леса есть. Вот это многообразие, конечно, до глубины души восхищает. Такие Ветер. пики такие ввысь. Покажи ввысь, как красиво смотреть высоко, какие они стройные, мощные. Вы поймите мое восхищение. В тропиках таких деревьев немного в целом. А здесь не просто деревья, здесь, как сказать, слоны. Ягодки. Это не волчьи ягоды, нет? Ну, вообще похоже. Может попробовать? Точно несъедобные. Я думаю, не стоит. О, бамбуковые. Бамбуковый шелест. Не свалится бамбук по голове, нет? Ух ты, Так шумит. как тут интересно. Это как большие бамбуковые, как вот есть ветер, да, какой-то музыкальный ветер, как называется такая штучка? Да, ты имеешь в виду, я поняла. То, что дома вешают, да? Да. Мгм. Как-то музыкальный ветер. Вот, ребят, напишите в комментариях, как штучка называется. Как называется эта штучка? Ну, такие бамбуковые палочки маленькие, Да. которые бьются, создают звук приятный. Не обязательно бамбуковые Кто палочки. оставил вешалочку? Забыл. А здесь был указатель какой-то чайный дом. Ну Мы куда он идем- делся? Наверное, это, скорее всего... Вот, я вижу. Наверное, там. Так это сад, в котором мы были сейчас. А вон какая-то крыша там вижу коричневая. Да, мы просто не зашли туда. Разве? Да, мне А кажется, что, чаем это угостить? наш... Я вообще сейчас чайку выпил. И там не наливают, Кать. Не знаешь? Я думаю, нет. А мы вернулись, что ли? А, нет, чайный дом. Кстати, для меня было открытием, когда я совсем недавно услышала один интересный момент про чай. Человек, который разбирается в чае, рассказывал, что мы привыкли чай китайский, и китайцы в этом профессионалы, а на самом деле японцы и вьетнамцы большие профессионалы по чаю, люди, которые разбираются, заказывают себе японские и вьетнамские чаи. Ребят, если среди вас чаелюбы, дайте комментарий, правда мы такая вот Чаелюбы есть такое? Ну, а как их называют? Чаевники. Чаевники? Здесь можно ходить в оба? А он Да, просто... здесь просто дом, здесь, наверное, возможно, здесь можно заказать какую-то чайную церемонию. Но просто это повсеместно, наверное, не делается, а так, мне кажется... Оля. Угу. Си-си-си. Да. А можно сейчас с термосом говорить тот чай, который ты говоришь? Поэтому надо попробовать купить японские и вьетнамские чаи,
А человек, который рассказывал, он поставляет, он занимается поставками чая каким-то известным людям уже очень-очень-очень много лет, и в этом действительно разбирается. И меня это удивило, потому что как-то всегда китайский чай, а японцы, оказывается, в этом тоже хороши. Так, а мы опять Будем чаще. пробовать. Да, пытаемся выйти. У нас, видите, японский сад вернул обратно. Не отпускает нас, да, не отпускает. Ребят, мы шли, какое-то дерево обнаружили. С такими огромными плодами. Катя сказала, что это кокосы. Я сначала подумала, что это кокос. А я такой думаю, какие кокосы. Тем более здесь нет кокосовой пальмы. Это Сейчас я посниму. колебасово дерево. Дерево-тыква. Почти идеальные круглые такие плоды, 10-20 сантиметров в диаметре. Его не едят в свежем виде. И вообще мякоть не считается пищевой, несмотря на то, что называется дерево-тыква. А при высыхании используют для изготовления чашек, мисок, сувениров, даже музыкальных инструментов и декоративных изделий. А можно это в одну какую-то в руку по размеру? Какой это примерно? Ну такой он очень плотный. Легкий? Нет, он тяжелый. И действительно, мне кажется, что это отличная основа для того, чтобы делать какую-то посуду и творить. Интересно, учитывая, что наша дочь очень творческий человек, и что бы она могла из этого сотворить? Учитывая, что это, конечно, надо еще как-то расколоть. Ну, то есть, по сути, это можно даже съесть, если очень хочется, да? Да, там есть мякоть, но она не сильно съедобная, она слегка горьковатая. Можно у кого... Ты гантельку хотел 5 килограмм? Да, но здесь не 5, здесь меньше, наверное. Ага. А здесь побольше 2. какие-то. Ну ладно. Можно Орешки. поиграться. Орешки для супербелки. Ну интересно, вот это мы не встречали, да? Это первый раз? Да. Такие Очень плоды. здорово. И почему-то на уроках биологии или как, на ботанике нам в школе про это не рассказывали. Очень какой-то сжатый курс в школе был. Очень сжатый курс. Кокосы знали, бананы знали, а это нет. Но нельзя же охватить весь мир ботаники в курсе биологии, учитывая, что это все-таки школьные годы, и пройти все то разнообразие, которое есть, оно бесчисленное. Нам рассказывают, что я помню. Это, по-моему, рожковое дерево, баобаб, каучуковое дерево, которое Ну, наверное, это просто дает. самый такой, самый топ. Угу. А есть, оказывается, дерево тыква. И для этого нужно прожить 40 плюс лет, чтобы об этом узнать. Я еще уверен, что мы еще не знаем, да? И просто, когда ты узнаешь про это, когда ты увидишь это Чем больше воочию, мы или где-то знаем, тем почитаешь. больше мы не знаем. Как Да. думаешь, кстати, почему один из философов сказал такую фразу? А потому Что что в ней, какой в ней смысл скрыт? когда растут знания, растет и Количество познания? да, растет и такое желание, и инструмент познавать, да, потому что обычно аппетит к знаниям вызывает аппетит как бы глубже поузнать, да, то есть найти какие-то детали, точнее первоисточники, вот, поэтому знания вызывают еще больше, с одной стороны, не знание чего-то такого обширного, но и желание это постичь. Человек может постигать всю жизнь что-то, и так не постигнув до конца. Вот. Это точно. Но это не стоит отказываться от того, что да, если я не постигну, я не буду постигать. Почему? Возможно, вы кому-то поможете, кому-то ваши знания окажутся полезными, или вам полезными, людям другим полезны. Поэтому Что прекрасно. дерево тыква. Парк закрывается в 6. 6. А мы поедем искать Кормильню. кормильню, едальню, да? Едальню. Едальню. А вы, кстати, любите такие словечки? У нас почему-то постоянно как такие словечки вылезают, и они нам очень нравятся. Я думаю, что мы будем ими делиться. Мне кажется, так жить веселей. Когда все очень так серьезно, да? Мне кажется, жизнь должна быть наполненной всякой всячиной, от которой тебе хорошо. Может быть, какими-то словечками, может быть, какими-то смешными танцами. Даже если ты не умеешь танцевать, может быть, какими-то
не знаю, супер смешными нарядами, в которых тебе классно. Просто вот каждый день, чтобы он был какой-то наполнен чем-то. А мы Что пойдем, тебя характеризует, пойдем выражает? наполним свои желудки, да? Чем-то полезным, вкусным. Хотелось бы переваривание чем-то впечатлений. полезным. Так, что-то почему-то в последнее время я беру какие-то очень жирные калорийные блюда, мне попадаются. Программа набора веса. Я про оправдание, да? Ну, я же где-то нахожусь в пути, я могу, наверное, себе позволить, но так и быть, я же дома это не ем, да? Вот тут начинается такая Ну, преступность. мы помним формула 20 на 80, 80 на 20 или 20 на 80. Если 10-20% будет чего-то такого, что, вы понимаете, не сильно нужно есть каждый день, то, особенно в путешествии, это всегда как некое знакомство с местом, с культурой и так далее. Ну, скучно же, да, заказывать. Вот, кстати, я этому Вареный удивляюсь. брокколи? Я этому удивляюсь, ни в коем случае никого не осуждая, когда, например, здесь американцы, спасибо американцам большое за то, что они поддерживают и создают невероятный поток туризма в эту страну. Но что я вижу в Доминиканцы. кафе? Американцы. Американцы. Что приезжают сюда. Да, приезжают сюда и создают и помогают Доминикане развиваться. И количество туристов, кстати, не останавливается в росте. То есть, по-моему, уже 3-й, что ли, или 4-й год подряд Доминикана бьет свои рекорды по посещаемости. Ну так вот, вернемся к еде, ну, в частности, к напиткам. Американцы всегда практически заказывают колу, когда приходят куда-то поесть. То есть, казалось бы, да, каждая страна делает какие-то свои напитки интересные, охлаждающие, да. И почему бы их, собственно, не попробовать? Но нет. Вот какая-то упертость, какая-то приверженность почему-то именно. Ну, понятно, да, для них это вкусно, они к этому привыкли. Но мне кажется, это классно не есть все время салат «Цезарь» и макароны, а пробовать кухню той страны, куда ты приехал отдыхать. То есть, если одно то, чтобы мы приезжали с собой, привозить бы Да, окрошку и заказывали окрошку. Абсолютно. Даже очень интересно, мне так кажется, заказывать, ну, чуть ли не закрытыми глазами. Тыкай пальчиком. Тыкай пальчиком, потому что это какая-то феерия вкуса будет. Может быть, да, есть какой-то процент, там, я не знаю, может, 30%, что человеку просто это не понравится, да, или он там тупо не ест мясо или рыбу. Но мне кажется, это некий такой, ну, это здорово, это так бодрит, и ты знакомишься с культурой страны. Да. На этой ноте мы... Поэтому идем к салат выходу. «Цезарь» и макароны мы не будем сегодня есть. А кто знает? А кто знает? Это как с кофе, да? С кофе, капучино, американо. Достаточно, да. Мы только спросить. Нет, держите, вот ешьте, пейте. Ребят, а мы идем, решили, а что-то около нашего дома есть прекрасная пиццерия. Про которую мы рассказывали. С рейтингом 4,9? 4,8, это высокий. 4,8. Это высокая оценка. Сил уже осталось немножко. Zero. 0. И чтобы далеко не ходить, почему не можем в это место ходить, посмотреть, что там готовят? Ну, можно же кусочек пиццы съесть, салат и пиццу, да? Вы нам разрешите, я думаю, да? Поддержите наше стремление ударить по мучному, да, ударить? По мучному, по глютенчику вдарить. Да. А потом у нас на вечер, это еще не все, мы устали. Но мы решили Ну, видно- немножечко добить свою Но, видно, энергию. не окончательно еще. У нас будет одно мероприятие. Я его назвала «Закрытие гештальта». Закрытие подросткового гештальта. Ну, тут не только подросткового, но и... Но, как оказалось, гештальт не только подростковый, но и взрослый тоже. Вот тут пиццерия прекрасная. Сейчас На мы выберем улице? место. Да, на улице, только на улице. Тогда можно сюда, куда-нибудь сюда. Оля, Buenas. Para 3 personas. Puedes tomar el asiento para este. ¿Cómo? Puedes tomar el asiento para este. ты поняла? No entiendo, perdón. ¿Ustedes hablan inglés? Inglés, pero en español, sí, es posible. Porque
Bueno, bienvenidos a Anthony's. Yo os voy a estar atendiendo hoy. Digo que pueden escoger la mesa que deseen aquí fuera en la terraza, ¿sí? Терраса, си, 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 си. Си, си, си. Си, си, си. Podemos- Todo место, да? Todos. Gracias. Только зачем он это сказал, я что-то не поняла. Зачем он что-то на такое много наговорил, для чего? Когда просто сказал, ребят, садитесь, да и все. Есть какая-то, да, Gracias. специалидад. Gracias. А надо, кстати, знаешь, что сделать? Надо заказать пиццу какую-то от шефа, если есть. La parte de atrás del menú estamos abiertos. Si desean tomar algo. А, necesito 2 minutos. 2 minutos. А, 2 minutos para водичку, pensar. para водичку. pensar. Закажем. Можно танцевать. Кто любит А танцевать? музыка нам может помешать. В общем, мы сейчас, как закажем, включимся обратно, да? Кто любит ламбаду? Кого это относит воспоминаниями в какую-то Наше юность? детство, наше детство. Мы заказали, Так редко слышу эту музыку. мы заказали одну пиццу большую, салат, вода и одно пиво. Хотел безалкогольного, но почему-то здесь не оказалось. Протестим эту А это пиццу. ремикс, это не оригинал. Прикольно. Как Здесь раз так интересно, в пиццерии всего 3 пиццы традиционные, а все остальные пиццы, они штук 10, наверное, это какая-то их личная, ну не то, что личное изобретение, но их, как это, Илья, можно сформулировать? домашняя. Домашняя. И одна пицца доминиканская, там есть банан, лук, маис, кукуруза. То есть, кстати, да, пиццу с бананом, с кукурузой. Но банан, который платано, который зеленый. В общем, что-то они тут, наверное, вкусно делают. Сейчас попробуем. 4,8 хорошая оценка. Надеюсь, все получится у них. Скажу честно, туалет мы не проверяли, не смотрели. Но придется теперь, ты уже про туалеты заговорил, ты придется все туалеты проверять. Я, конечно, знаю историю, что бывает, накручивают отзывы на Google картах, накручивают. Есть такие теории, ну, не теории, а ситуации, когда оценка высокая, а качество соответствует. Но все же больше встречается заведений, когда, наоборот, все стыкуется как нужно. Поэтому верим в позитив. Солнце ушло. И, наконец-то, мы поедим Вечер. немножко. Да, и вкусим эту божественную пиццу. Ребят, принесли пиво. Ты пробовал такое пиво? Вот итальянское написано, да? Ну, потрясающе по вкусу. Я не фанат пива в том плане, что и редко его пью. Но оно казалось такое приятное на вкус, мягкое. И не скажешь, что он немецкое какое-то. А вот, Написано «Уникальный вкус». Премиальное пиво итальянское. кто знает Приятное. такое пиво, дайте свой комментарий по этому поводу. Для меня это как бы такое необычное, но очень вкусное. Нежное, мягкое, сбалансированное. А какой регион Италии разливает? Какой-то- Илья, Что это? Рим, Италия. Прекрасно. Просто Рим? Просто Рим, да. Просто Рим, да? Потрясающе. Мы устали сегодня. Это тебе не видно, ты продолжаешь работать. Салатик, как салат называется? Цезарь, про который мы сегодня говорили. Цезарь, как же без Цезаря? Классический, да? Классика, да. А это хваталки для чего? Чтобы прям так хватать и прям. Может быть, чтобы схватить из этой тарелочки, переложить в эти тарелочки. То есть можно ущипнуться, да, чуть-чуть? Да. Можно поделиться. Поделись с другом. Поделись тарелку своей. Тарелку своей, да. Держи. Илья, ты будешь салат? О, Супер. пицца. Сюда. Угу. Это пицца, как называется? Сладкая Каролина.
provecho. Я же... Bien, gracias. Я же говорила, надо брать маленькую, Илья. Ну, домой занесем. Не подведи, Каролинка. Дорогу завтра возьмем, если что. Каролинка, Надеюсь, не она не подведи. сладкая, в прямом смысле этого слова. Сначала салатец, и потом уже пицца. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Всем, кто кушает, приятного аппетита, кто завтракает, кто обедает, кто перекусывает. Салат, как скажете, как Катя, обязательное, как это сказать, обязательное условие для любого ужина, обеда, да? Ну, надо сначала съесть клетчатки, а потом уже можно чем-то более тяжелым запастись. Как по музыке, ребят, слышно ее? Это не типичная доминиканская музыка, это микс. А, и курочку я немножко не положила. Курочку-то я не положила. Ну все, мы сейчас Будем наслаждаться. наслаждаться. Ребят, ну вот мы вкусили эту пиццу. Скажу честно, пицца все-таки похожа больше на американскую такую, знаете, когда добавляют какие-то соусы сверху. Когда тонкое тесто. Да, не итальянский стиль, когда там оливковое масло, такие утонченные вкусы, как диета называется. Средиземноморская. То есть по вкусовым нам на где-то, учитывая, что мы ели вкусней, 7 из 10, 6-7 из 10. 6 из 10, наверное. Вот мне что понравилось? Тесто понравилось. Тесто неплохое. Обслуживание хорошее. А вот как-то все-таки и цена. Мы за эту пиццу салат отдали где-то 3300 песо. Это получается $60, наверное, да? Да, под 60. То есть $60 это... Но это много Да, это многовато. для 2 бутылок воды, самой простой, в пластике, пива И одной пиццы. и одной пиццы и один салат. Это прилично. Поэтому... мне Такое кажется- ощущение, что вот в этом райончике просто рядом нету никакого конкурента. И много жилых домов, и люди просто ходят. И оценка 4,8 А вот хотел сказать про это оценку. очень высокая оценка. То есть это должен быть такой достаточно... ну, то есть это должно быть прям классно. Прям, Хотел вот, сказать прям про оценку. удивиться надо. Когда я вначале говорил, что какие оценки бывают, и может иногда они бывает разгоняются искусственно. Такое ощущение, что если она, возможно, искусственно разогнана маркетологом, да, то есть какие-то вещи. Потому что 4,8 должно быть просто какое-то бомбическое место. А оно как бы... Да, и пластиковая посуда меня... И, может быть, это просто стиль такой, но обычно везде другая посуда. Не знаю, Поэтому может это быть, мы тоже что-то такое, не понимаем, конечно. что американский стиль, американские пиццы, тесто хорошее, действительно из печи. Начинка такой на вкус, наверное, все-таки американская, не европейская, не итальянская. Вот, ценник выше среднего. Так что вот такие пироги. На один раз пойдет, но больше мы не вернемся. Не, больше туда не пойду. Нет. Не то, что там плохо, просто лучше Не, найти музычка хорошая, официанты хорошие, достойную но пиццу. сервис нормальный. Место у них прекрасно, оно находится в таком как бы уютном уголке. Вот это да. Но видно как А раз... теперь идем закрывать гештальт. А мы сказали какой, да? Нет, мы еще не сказали. Да? Не проболтались еще. Мы не сказали. Мы решили пойти в боулинг и еще покататься на картинге. Ух ты. Это после всего такого дня, который мы Да, прошли. потому что уж если день пошел, то уж надо завершить его еще лучше, чем он начался. Да. Такое Не интересное- сказал бы, что это местная мода, Интересное платье. но дизайн, по-моему, точно... А, нет, это топ. Я вот это имею в виду, это топ и юбка. Но это как платье. Нет, это не как платье, это отдельно две вещи. Ну, для но- мужчин это платье. Понятно. Стиль точно особенный. А вон Но мужское. это уже классическая одежда. О, попугай тебя слышите сейчас? Красавчики, они такие болтуны, мы балдеем Это от них все попугай. время. Их не видно на камеру, но это попугай. Всегда стайкой, всегда группой, всегда много-много болтовни.
В испанском языке есть слово «обладор», да? Это женщина, которая много говорит. А мужчины, которые много говорят, не Обладор? существует? Обладор? Как это будет правильно? Да. Да. Или обладор, или И вот лабрадор, вот попугай обладора. обладорос. Как это сказать правильно? Обладороса, правильно. Да. Машин уже в разы мало, меньше. Мы ждем Язык нашу- немного заплетается. Да, он немножко подустал. И мы ждем свою дочь, чтобы отправиться в центр развлечения. Да? Да. Идти километр, пойдем, кстати, пешком. Это она нас упрашивала покататься на картинге, но тот картинг, который она предлагала, он на улице. И я понимаю, что это будет очень жарко, очень душно. И пыльно даже где-то. И пыльно, и эмоции она не получит те, которые она хочет. Поэтому мы нашли крытый картинг, как-то совершенно случайно. И решили ей сделать такой сюрприз. Катя сказал, Пускай детка покатается. что ты сказал про боулинг? Я говорю, а здесь нет боулинга? Говорит, есть. Я говорю, давай сходим. А так можно было? А там, Я говорю, оказывается, так нужно центр было. развлечений, где есть и боулинг 30 или 25 дорожек, и картинг. Так А приходишь боулинг и я спускаешь играл, все деньги. Не знаю, сколько лет 15 назад, что ли, если не больше. Как 15 лет назад ты уже был вместе со мной, мы с тобой в боулинг тогда, не играли. Тогда точно за 20 лет назад. Точно 25, наверное, назад, 25 так лет говорился. назад, наверное, да. И я, кстати, тоже играла очень давно. И тоже, кстати, один раз. Но мне очень понравилось. Ну, я вообще человек азартный, я люблю там потанцевать, во что-то поиграть. А Илья в этом плане более спокойный, поэтому мы иногда не совпадаем. И он говорит, может, не пойдем, ну, может, не пойдем. А я говорю, Нет, мы пойдем. Нет, есть развлечения, которые предсказуемы иногда. И я понимаю, что вот, ну что там, ну там все просто, там все просчитано уже. Там Но уже... мне хочется, чтобы ты, Куда там уже? как автолюбитель с многолетним стажем, как человек, который очень хорошо водит машину, могу это сказать не как жена, а как человек, который, в общем-то, может сделать оценку вождения. И мне хочется, чтобы ты рассказал, какие у тебя будут впечатления от картинга. Потому что я, например, не вожу, никогда не водила. У меня одна история. А вот как это работает у профессиональных водителей? Потому что это совершенно другая посадка, Это вопрос к Алексу скорость. Брежневу тогда. Нет, у меня вопрос не к нему, у меня вопрос к моему мужу. Поэтому вот, чтобы ты высказал свое мнение после. Ну, это все равно не то. Это все равно какая-то... Имитация? Если мне дали Bugatti Veyron, вот это да, я попробовал. Или вот это да. Но это немного попозже. Сначала надо картинг освоить. А, еще момент такой. Ребят, смотрите. Хотел важную вещь сказать. Может сложиться впечатление, что Доминикана, она вот прям вся такая, как вот мы сейчас показываем. Она да? разная. Она совершенно разная. Есть достаточно бедные районы, небогатые, но при этом богатые все равно на эмоции, на теплоту. Сердца богатые, души у Там людей. не будет, конечно, ездить спортивные автомобили, да, там Там будет домик из, такие домики, как из здесь. одного, я не буду говорить слово, и палок, да, поняли? не, ну и это палок. красивые палки, почему? Красивые все равно. То есть сельская жизнь простая, где условно на 5000 песо или там, то есть какие-то не больше 100 долларов живут целый месяц. Да, потому что есть какое-то свое хозяйство, и что-то они выращивают, и как-то вот пытаются Все это выживать. есть. Поэтому я заранее говорю, что то, что мы здесь снимаем, оказались в этом районе, не значит, что Доминикана такая. Совершенно не значит. А то могут На улице, начаться улице. как бы Иду, говорить хейтеры, иду. говорить, что вот вы снимаете какую-то лахуры жизнь. Но мы снимаем ту жизнь, которую проживаем. Как бы, если мы останавливаемся в таких районах, мы снимаем, где восстанавливаемся. И просто делимся, что здесь есть. А вот эта пиццерия называется Траттория, да? Нет, Пиццарелли. Пиццерелли. Нам надо Она намного лучше, чем там, где мы были. Потому что мы здесь тоже были год или 2 назад, по-моему. Года да? 3 назад. Здесь было очень И вкусно. пицца действительно достойная, качественная и вкусная. И поэтому, наверное, лучше бы мы И здесь, сюда кстати, сходили. итальянское качество, итальянский подход. Здесь А такой это хрюк стоит. Или какой-то кабанчик. Твой друг, да? кабанчик, да. Всем кабанчикам посвящается. Ну, в смысле, кто погоду кабан, да? Хрю-хрю. А, вот сюда. Так что, ребят, вот эта пицца, если знаете, если будете здесь, эта пиццерия лучше. М? Она намного
Мы идем, называется, Вкуснее, Пласа приятнее. Болера. Что там? А вот здесь, кстати, вот здесь вот мы сидели за столиком, Да, там такой стоят зал. бутылочки с винишком, с водичкой. Мы сидели вот за тем столом, который прямо вот у той стойки на задней стенке. Здесь было очень вкусно. да. Поэтому не все пиццерии одинаково полезны. Ну, не все Да. пиццы одинаково вкусные. Точно, не все одинаково вкусны. Пойдем, дочь. Мы пришли. Пришли, да? Это американская музыка. Я думала, все дорожки заняты, но оказывается, есть дорожки свободные. Вот оно чудо. А где покупать? Ну, не здесь, а, наверное, на ресепшн там Да. приходит. Сейчас это вырубим. Пошли покупать. Это место такое плотное, большое. Я надеюсь, нам хватит дорожки, очередь большая. Мы хотим с папой. Боулинг занят. Идем на картинг. У меня был только один опыт картинга. Мне очень понравилось. Мы, конечно, пришли в субботу вечером. Да, мы, конечно, погорячились. Прямо без записи, без всего пришли. Без брони не попадешь просто так. Ух ты! Вау! Ну, он маленький, конечно, но это лучше, чем не совсем ничего. Маленький, но классный должно быть. Я сколько подъеду? Давайте посмотрим. Они готовые, на старте стоят. Класс! Давайте, не подведите. Мы, конечно, может быть, погорячились, что так вот в субботу Да, мы отправились в субботу. Но В надежде, да? за попытку можно Вам лайк получить. пятерка. Да. Очень шумно, много Очень. людей. Но мы вроде не старые. И старый, но уже к шуму относимся по-другому, да? Да? После Что, сегодняшнего, уши забиваются? после сегодняшнего парка, Уши. после сегодняшнего парка для нас это так, достаточно Это как раз сильно. антидот. Антидот. Сейчас они поехали, я переключай. Как-то медленно. А, будет поодиночке пускать. Супер. Ну, давайте. Vamos. Ух ты. Боится. Боятся. Или здесь не разгоняются? А, Чего ну они не это- разгоняются? Это такие электрические машинки, получается. А это максимум, что ли, скорости? Нет, их пока не пускают на... А, Они сейчас все заедут. а я хотела скорости и звука. Я хочу, чтобы они разогнались. Они сейчас поедут, их Да? их запускают на трассу. А, все, вот, я вижу, уже разгоняют. Но это такой картинг электрический. Нету шума мотора. Давай, 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 жми! Погоняй ее, молодец! Мне нравится, Илья, ты поедешь с дочкой или я? Давай ты, а я вас поснимаю. Я хочу класс поснимать. Мы сейчас дочь- Илья, а в следующий раз я. Мой дочь спросила, она не очень хочет почему-то ехать. Все, мы теперь уже... Решим. Я буду снимать. Илья уже готов. Он не хочет. Но надо. Они вместе с дочкой. Я решила их поснимать. Уже готовы. Все-таки папа взял на себя эту миссию, а не я. Но если
катаются такие малыши, то... А, у них двойной кар. Илья, вы можете вдвоем. Они пошли, но очень какая-то странная система. Я так и не поняла, как это работает. Такое ощущение, что какая-то есть живая очередь, какая-то очередь. Кто-то просто подходит без очереди. Ну ладно. Единственное, что мне показалось круто, они детей сортируют отдельно, а вот более старших в другую группу. То есть взрослые катаются со взрослыми, а дети с детьми, а подростки со взрослыми. Но здесь так шумно. Ну, такое драйвовое место. Сейчас они будут газовать, а я буду снимать. Я не пошла, потому что у меня шея такая специфическая, мне лучше без резких, сильных движений. Хотя я, возможно, потом об этом пожалею. Ну, посмотрим, может, в следующий раз. Пошли на машинке садиться. Аня садится на самую первую, Илья сел в третью. Что-то я волнуюсь, как будто я сама поеду. Здесь еще всякие есть игровые классные автоматы, но они почему-то все написано «Ити fuera de servicio», они все закрыты на обслуживание. Я вот эту вот очень штуку люблю. Здесь прям очень весело. А это вообще из детства. Кстати, я, наверное, сыграю. Одну игрушечку достать. Все это люблю. У меня просто такой характер. Я люблю порезвиться, поиграть во что-нибудь, так что было весело, задорно. А вот Илья, мне кажется, любит, ну так, по настроению. А я всегда за любой кипиш, за любые такие штуки. Анька, давай, я за тебя болею. Классно. Давай, давай, давай. Поехали. Ю-ху! Илья в белой майке. Блин, я жалею, что не я поехала. Но тут очередь, надо ждать, поэтому в следующий раз. Сейчас они на первом круге ходят во вкус, сейчас будут разгоняться. Вау, как круто! Илья едет. У-у-у! Анька, давай! Хорошо, что их чуть меньше, чем обычно. 4 машины. А так их 6-7, так проще ездить. Илья, давай! У-у-у! Слушайте, кто-то очень экстремально водит. Прям приехал сюда нервы себе пощекотать. Аня, спокойно. Давай, давай. Класс. Илья, давай, я верю в тебя. Честно говоря, я не думала, что здесь прям такие гонщики, экстремалы. Вау! Аня всем уступает. Аня не уступай, давай дави. Слушайте, я вся вспотела, честно. Это такой адреналин, даже когда ты, наверное, проще ездить, чем стоять снимать. Они тут как сумасшедшие гоняют. Здесь вот один, сейчас он поедет первый. Вот эти два, они просто как спиди-гонщики. Они какую-то дичь творят. Вау. Моя дочь и мой муж. И так наездился целыми днями за рулем. Надо было мне идти. Но ничего, ладно, я в следующий раз. А так снимать некому. Где они там?
Анютка застряла, понятно, и помогли вырулить. Но бывает первый раз, это норма. Надеюсь, он не будет сильно на меня ругаться. Он не хотел ехать. Я волнуюсь. Ну все, репортаж с места событий. Илья, давай, расскажи, как это было. Кайфа не особо нету в этом плане, потому что Нету, да? ты не знаешь, как до конца она управляется, потому что она где-то искусственно поджимается машина. Да, там были впереди у вас два гонщика. Компьютером, нет, не машиной, компьютером. Все, нету скорости ее развить, да, возможность? Ты не понимаешь, да. И еще нет такого опыта таким автомобилем. Ну а так в целом, для молодежи супер? Для молодежи супер, но надо тренироваться. Надо тренироваться, но там два гонщика было, я вообще только успевала. Даже руки как его... Да, он другой. Ну, в общем, мы молодцы, а я пожалела. Наверное, мы будем завершать на этом наш ролик. Могу сказать, что руки устали. Ноги устали, язык Я, наверное, устал. слишком уже стар для такого, не знаю. Но, Да ладно же. пытался из машинки выжить потом по максимуму. Надо больше тренироваться. Машинка позволяет это ускорение сделать. Да, они, кстати, вот Но ребята ускорялись опыта просто. не хватает. Я понимаю, как это уже работает, в принципе, но нужно больше тренировок. Но эмоция зашла какая-то, да, позитивная? Какая-то Ну, такая... меня встряхнуло, я уже даже спать не хочу, наверное. Понятно. В следующий раз мы с тобой будем вдвоем Но соревноваться. это не очень просто, то есть не так, что прям детское какое-то удовольствие. Да, это не Машинки просто. электрические, они ускоряются быстро, тормозят они по-разному, но и сложно, и необычно. Спасибо, что провели этот день с нами. А мы пойдем спать, наверное, уже, да? Отдыхать. Отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Завтра мы выезжаем в свою деревню, оставим столицу позади и начнем свои Будни. ролики, да, с Будничные нашими будни. бродилками, ходилками уже в нашем доме. Ребята, опять мы. Видите, от нас не отвяжешься. Идем гуляем вечером. Купили какой-то лимонадик итальянский. Погода такая хорошая. Свет желтый. Люди приятные встречаются. Можно Здороваются. попробовать тоже. Я ничего не могу понять, что такое мелограна. Какой-то лимонадик такой вкусненький. По-моему, клюквенный. Ну, какой-то чересчур сладковатый, мне кажется, да? Можно было поменьше скорочку туда зафинделить. И вот хотелось с вами разделить этот вечер. Приятный. Не доходя чуть-чуть до дома. Да, и знаете, такое интересное ощущение. Вот обычно бывает по-другому. Жара не отпускает, не дает прохладе пробиться сквозь вот этот вот такой вот слой, да, большой. Но все равно вот с каждые 10-30 минут и становится так прохладнее, ветерок. И так приятно вечером гулять. Такая обстановка приятная. Поэтому хотел достать камеру. Это просто часть города, да, здесь ничего такого особенного нет. Как-то какая-то атмосфера уютная, ламповая, так сказать. Уже кто-то в своей квартирке сидит, Кто-то на балкончиках. отдыхает, кто-то на балкончиках, диванчиках, кроватках. У кого-то все расшторено, да, вот какие мы все разные. У кого-то все зашторено. У кого-то нечего скрывать, кто-то что-то там скрывает. Посторонний глаз. По мне, вот мне нравится выходить в такие места спокойные. Сейчас были в достаточно шумном месте, и когда оказываешься так вот в Благодати, как-то вот душа поет. Все-таки я уже такой сторонник тихого отдыха, да, такого тихого времяпровождения. Шум полезен, чтобы встряхнуться, но все-таки уют природы, тишины, как-то он настраивает на мысли, на нужный лад, и ты можешь с собой остаться в каком-то диалоге, да? Да, но иногда нужна какая-то встрясочка, какой-то такой хопа, такая вспышечка энергетическая. Так, оказаться в толпе, что-то покричать, она Да, сегодня ну, что-то покричала, пресс- да? Колбасит? пресс болит. То есть пресс качать не надо ходить на Да. картинг раз в неделю, да? Желательно на голодный желудок. Да, и Там руки прокачается прихватила. пресс. Тоже как вариант, да. Надо попробовать, будет у меня.
А почему напрягается, да, из-за вождения, из-за кручения Ну, руля? руль жесткий, да, повороты резкие, физика там хорошо Ага. работает. И получается вот такое вот напряжение. Ага, там собачка какая-то. Сейчас время Сладенько собачек бежит. гулять, котов промышлять. И время уже отдыхать. А мы готовимся ко сну. Hola. Pues Hola. la verdad no sé Hola. por qué te mando este mensaje. Здесь вот Ayer salí que друзья te мохнатые к pasaba нам algo пришли. y Luna. tu corazón va a Люна, disfrutar. Люна, ¿qué tal? ¿Qué Solamente tal? quería decirte que Видите? Luni. te extraño mucho. Espero que Адьос. Ой, я так люблю собак, обожать. Когда-то я тоже куплю себе какого-нибудь большого пса. Теперь дочка наша гладит. Такой любвеобильный пес. А, там еще кто-то есть? Да. А, там еще есть малышка. А, это зайка сладкая. Иди скорей. Ну иди, Луна. А, я думала, та Луна, а вот эта маленькая Луна. О, Она не хочет идти. Адиос. Аккуратно, Лена, наступи, наступи, наступи. Ты зайка. Ребят, на этой счастливой ноте мы с вами прощаемся. До следующих встреч, да? Да, до новых включений. Спокойной ночи. А кому-то доброе утро. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока.